Друзья, рада всех приветствовать на заседании нашего клуба. Минуло 2 недели, и сегодня, 10 мая, настал час представить вашему вниманию прогресс моей вышивки. Это две большие картины: «Возвращение блудного сына» Лосева Николая Дмитриевича и «Базарный день» Теодора Жерара. А еще, друзья, я очень люблю рассматривать старые фото, картины. На просторах интернета мне встретились замечательные работы великих мастеров, которые оставили приятные впечатления. И, конечно, всем этим хочется поделиться с вами. Так что некоторые из них примут участие в сегодняшнем выпуске. Затем, во второй части видео, мы вновь отправимся в путешествие по древнему миру с его мифами и легендами. Сегодня нас ждет следующая глава знаменитых загадок глубокой древности. И глава эта, друзья, полна далеко не милосердными эпизодами. Да, друзья, это от меня предупреждение. Наше внимание будет приковано к стране, которую мы называем унаследованным от греков названием Ассирия. Но важно не имя, а то, что дали эта страна и этот народ миру. А сейчас вышивка. Начну я с основного процесса возвращения блудного сына. Картина написана по мотивам одноименной притчи Иисуса Христа. А далее дело было так. 29 апреля, и я приступаю к вышивке возвращения блудного сына. Так, друзья, за предстоящие 2 недели я планирую вышить вот эту область. Посмотрим, как у меня это получится. И давайте посмотрим, что же будет вышиваться. Вышиваться будет отец. Да. Закончим шторм и уже непосредственно перейдем к вышивке одного из главных персонажей. Да, друзья, вот так вот появляется отец. Это, конечно, радует. И сейчас хочу показать вам, из каких приятных группок крестиков он состоит. Вот, одно удовольствие. Ну вот и закончим мы данный фрагмент вот таким количеством крестиков одного символа. Да, друзья, и эта часть вышивается с огромным удовольствием. Итак, одна из самых наилегчайших частей вышивки готова. И впереди нас ждет одна из самых интересных частей вышивки. Да, друзья, сам отец. Даже здесь уже мы можем видеть его лицо. Да, с нетерпением приступаю к вышивке. Ну, по обыкновению, конечно, мне бы хотелось посмотреть сейчас, и я это сделаю, насколько сложный будет этот участок. Так, пошли единички, единички, двушки. Так, ну, конечно, все ожидаемо. Несколько пятерочек, шестерочек, семерочки, восьмушечка одна. Так, все это понятно. Участок довольно многоцветный. Да, так. И какая же будет? Вот она. Да, друзья, нелегкий будет участок, потому что самая масштабная группа крестиков будет составлять 214 стежков. Да, одного символа я имею в виду. Ну, ничего, справимся. Как интересно наблюдать за появлением лица главного героя. Мы уже можем различать на конве ушко, надбровные дуги, носик, появляется бородушка.
Продвинулись еще немного. Еще прибавилось крестиков. Да вот таким вот расположением крестиков одного символа в основном и заполняется данная выделенная область. Еще один промежуточный итог. И вот такое приятное расположение крестиков. Вот такой результат на сегодняшний день. Да, друзья, здорово получается отец. Его лицо прямо светится любовью, вниманием и заботой. Схема отлично проработана, и все получается четко. И шея, волосы. Ну, нет слов. Отец как живой. Кажется, что он сейчас повернет голову и взглянет на нас. Тоже с добротой и участием. Результат, на мой взгляд, потрясающий. Умереть не встать. Этот эпизод картины, друзья, самый долгожданный и интересный. Теперь, конечно, надо поторопиться с вышивкой сына, чтобы отцу не пришлось его долго ждать еще и на конве. Тут уж мы постараемся ему помочь. И да, вот так случилось, что, как у нас говорят, не так сталося, як гадалося. Анонсированный в первом видеоэпизоде план я планирую вышить вот эту область. Притормозился. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Но имейте снисхождение к женской слабости. Стоило на несколько дней оторваться от моих дорогих персонажей, и вот результат. Символ, отрыв от народа и падение. Ну что ж, осталось озвучить этот результат в цифрах. Вышито уже 49,75% картины. В крестиках это составляет 107 880. За 5 дней мне удалось вышить 6550 крестиков. И осталось всего 108 920. По основному процессу все. Теперь перейдем к дополнительному разгрузочному дню. Нет, картина, конечно, называется «Базарный день», но пока ее рабочее название «Разгрузочный день». И не потому, что мы все еще не дошли до продуктов, а потому, что легкость, с которой вышивается небесная высь после серьезного блудного сына, дает именно такие ощущения, да, ощущения разгрузки. И начало отчетного периода было ознаменовано именно этой работой. Видимо, друзья, я решила расслабиться в начале. Да, 4 дня было посвящено этой картине. Посмотрим, как это было. 26 апреля, и у нас началась новая отчетная неделя. Да, друзья, продолжаем вышивать небо на фоне 2 появившихся крылышек Меркурия. Наконец-то готовы этот фрагмент. Продолжаем перемещаться по небу вправо. Состоять этот участок будет из 52 цветов. 666 крестиков будет входить в эту самую крупную группу. Вот так, друзья, казалось бы, да? Односложно, одноцветно. 52 оттенка. Вышился частично Меркурий. И теперь наша задача вышивать только небо. А сейчас, друзья, я хочу показать вам, какую замечательную слаженную группку крестиков мне предстоит вышить. Вот она. И это только начало. Да, друзья, вышивать небо – сплошное удовольствие. Друзья, не могу не показать вам следующий символ на вышиваемом небесном участке. Вот такая красота. Сплошная дыхалочка. Вот такая масштабная
Расположенная стройными рядами группа крестиков одного символа завершит вышивку выделенного фрагмента. И вот так это выглядит в итоге. Да, небо растет, продлевается в виде набежавшей легкой тучки. Да, друзья, канва наполняется воздухом, Меркурий растет, и очередной разгрузочный день впереди. И это уже радует. Теперь, что касаемо математики. В итоге вышито уже 5,74% картины. В крестиках это составляет 19 920. За 4 дня мне удалось вышить 3690 крестиков. И осталось 326 530. Всего лишь. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы. Да, за 2 недели в общей сложности мне удалось вышить 10 240 крестиков. Впечатления озвучены. Теперь, друзья, нас ждут минуты прекрасного. И заодно продолжу немного тему базарного дня. Так выглядит рынок в соседнем городке. Нам любезно предлагают птицу, кролика, сыр, молоко и яйца. На продавцах яркие одежды. Вдали, на заднем плане, виднеется мост и стены замка. А сейчас, друзья, мы попали в гости к 2 очаровательным хозяюшкам. А теперь зайдем в кладовую по соседству. Друзья, здесь чего только нет. Собаки сторожат дичь. Да, охота, видимо, была удачной. Их хозяева за дичью на рынок не ходят. Какая прекрасная девушка с голубями. Я думаю, что она готовится отправить письмо своему возлюбленному. Вот так процветала голубиная почта. А сейчас, друзья, перед нами выход на поле с домашним скотом. Ах, какая красота, друзья, пейзаж с коровами. А здесь уже знакомые нам пастухи, но в другом ракурсе. Обратите внимание, друзья, какой пейзаж, какие деревья высокие, мощные, зелени, сколько, река вдали. И снова наши пастухи сменили локацию. Здесь наши пастушки, я так понимаю, перебрались уже поближе к речке. А вот, друзья, какая красота, пейзаж с руинами. Руины уже полностью практически покрыты зеленью. Лес какой старый, дремучий, неются горы, река, мост мощный, стены какого-то замка. И снова, друзья, возвращаемся на деревенскую площадь, где бурно развернута торговля. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. Этим вы меня поддерживаете и вдохновляете на следующие выпуски. Так что настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Царь-библиотекарь и его воины. Страну, которая когда-то была известна как Ашур, мы называем унаследованным от греков названием Ассирия. Но важно не имя, а то, что дали эта страна и этот народ миру. Вот несколько цитат, показывающих, как восхваляли себя ассирийские цари.
Воинов его я заколол 4 раза по 3600 человек. Тех, кто остался в живых, я, выколов им глаза, взял в плен. Жители города Хирим, моего заклятого врага, были зарезаны. Ни один из них не остался в живых. Трупы их, повешенные на столбах, стеной окружали город. 34 сильных города, а также небольшие города, которым и числа нет, я осадил, захватил, опустошил, разрушил, сравнял с землей, предал огню. Дымом от пожаров, как страшным ураганом, покрыл я свод широкого неба. Я засыпал вражеских воинов дождем стрел, превратив их тела в решето. Как нить перерезал я их драгоценную жизнь. Как бурный поток, разлившийся от дождей в пору созревания, так текла по широкой земле их кровь, пролитая мной. Горячие кони моей упряжки шли в потоке их крови, как по реке. Колеса моей боевой колесницы, давящие все злое и плохое, купались в их крови и испражнениях. Трупы их воинов, как трава, завалили поле. В ничто превратил я их детородную силу. Руки им я отрезал. Когда воины древнего Ашура в XIV веке до нашей эры при царе Ашурбалите двинулись в свой первый завоевательный поход, чтобы, наконец, вступить на равных в большую игру тогдашних великих держав, они ведать не ведали, что их марш будет продолжаться 7 столетий. К этому времени в междуречии Тигра и Ефрата господствовал Вавилон. В Малой Азии силу набирало Хеттское царство. Ассирия же еще не возвысилась, и небольшому городу-государству приходилось выживать в очень сложной международной обстановке. Вглядываясь в темный колодец истории, нам не только неимоверно тяжело различить обстоятельства, сформировавшие эту обстановку, трудно даже отчетливо припомнить, чем, собственно, отмечена та эпоха в некоем гипотетическом списке итогов человеческих цивилизаций. Клинопись, древняя астрономия, исполинские зиккураты, где возжигали жертвенный огонь давно забытым богам, или крылатые быки, охранители царских врат, которые, по странной иронии истории, после долгих превращений стали херувимами, представляющими собой высшую категорию ангелов в ангелическом многообразии Ветхого Завета. Еще труднее представить себе, что намного раньше, за 10 веков до летописного начала собственной ассирийской истории, здесь, в Месопотамии, история уже шла. Уже были города, развитое ирригационное земледелие, торговля, работорговля, войны, дворцовые интриги. Весь комплекс признаков, характеризующий цивилизации древности вплоть до Рима. До начала истории Ассирии минуло почти 1000 лет истории двуречья. Возвысились и пали Ур, Лагаш, Киш и Урук. Была создана единая система мер и весов, расчислен годовой календарь, провозглашены законы царя Лагаша, с которых по логике приоритетов следует начинать изучать право. И, наконец, написано самое древнее произведение мировой литературы – эпос о Гильгамеше. Парадокс истории древнего Междуречья заключен в том, что творилось она двумя народами – шумерами и аккадцами, совершенно не родственными друг другу, но тем не менее считавшими себя единым народом – черноголовыми. Аккадцы были семитами, шумеры – нет, но они прекрасно уживались бок о бок, с детства учась языку друг другу. И впоследствии, когда цивилизация шумера пала, ослабленная внутренними интригами, аккадцы впитали в себя шумерскую культуру, сохранив в том числе и знание шумерского языка как языка для посвященных. Месопотамия оказалась разбитой на множество царств и городов-государств, между которыми после очередной смуты в правление великого Хаммурапи возвысился Вавилон, власть которого над собой
вынуждена была признать и Ассирия. Сердце будущей ассирийской державы, город Ашур, в то время оставался еще сравнительно небольшим, хотя и крепким центром маленького государства. И хотя ассирийские купцы уже знали ростовщичество и имели опыт создания международных торговых компаний на стратегически важных торговых перекрестках, во внутренней жизни города было еще много неизжитой архаики. До XIV века до нашей эры Ассирия называлась общиной бога Ашура. В Древней Месопотамии главным признаком самоидентификации была не национальность, а принадлежность к общине и государству. Также общинным было владение землей. Черты общинности прослеживаются в организации власти. И хотя Народное собрание малых и великих уже утратило свое значение, высшим органом власти все еще оставался дом города, совет знати. Совет избирал сроком на 1 год городского казначея, а также судью-администратора государства. И хотя в Ашуре существовала наследственная должность правителя, до эпохи больших военных походов никто не считал его царем, и он исполнял в основном жреческие функции. По привычке, считая древних властителей Востока деспотами, мы глубоко ошибаемся. Даже в более позднее время царей Ассирии и Вавилона никто не считал непререкаемыми самовластными владыками, свободными по своей прихоти казнить или миловать. Царь все равно оставался ответственным перед народом и общиной. Об этом говорят сохранившиеся в письменности самооправдания при самовосхвалении царей Египта, Хеттов и Междуречья, в которых первым делом указывалось, что в правлении такого-то царя народ не голодал и благодаря удачным военным походам только умножил свое богатство. Еще более яркий пример подотчетности царя народу является обычай обновления сил царя, бытовавший и в Вавилоне, а в смягченной форме и в Ассирии. Смысл его в том, что 1 день в году царь должен был пройти особое очищение. Его подвергали унизительным обрядам, водили по улицам, обливали водой, высмеивали, ругали, плевали в лицо и вообще всячески над ним глумились. Царь, безропотно прошедший через это, считался полностью обновленным и очищенным и с почетом возвращался на трон. Иногда цари на этот день на словах отказывались от власти и ставили вместо себя подменных правителей из простолюдинов. Они-то и проходили сквозь тяжкий обряд, а сила считалась обновившейся у настоящего царя. На следующий день правитель возвращался к власти, с которой на самом деле и не расставался. Прием этот, правда, не всегда сходил с рук. Один из вавилонских царей не пожелал подвергаться унижениям и вместо себя отправил на поругание толпы своего садовника. Но пока того высмеивали и оплевывали, спрятавшийся во дворце царь подавился кашей и умер, а садовник так и остался царем и правил не хуже своего бывшего господина. По мере усиления власти правителя обычай этот уходил в прошлое, особенно быстро в Ассирии, чьи цари с началом эпохи походов стали всевластными командующими армией, шутить с которыми стало небезопасно. И все же самовластия древняя Месопотамия не знала никогда, хотя ассирийские цари и приблизились к нему на деле. Восхождение Ашура началось при неблагоприятных исторических обстоятельствах. Фактическая зависимость от Вавилона и враждебное окружение почти полностью задушило международную торговлю. Ассирия в XIV веке до нашей эры сделала ставку на Египет, который противостоял другим великим державам Ближнего Востока, угрожавшим ассирийцам. При фараоне Эхнатоне в Египте с почестями было принято ассирийское посольство. И хотя грозный окрик Вавилона должен был прервать переговоры взорвавшихся вассалов Вавилонии с Египтом, этого не произошло. Послы обменялись с фараоном щедрыми дарами и заручились его поддержкой.
Зачем было Египту портить отношения с могучим Вавилоном из-за какого-то Ашура? Эхнатон, по-видимому, что-то разглядел в посланцах Ассирии, и фараон не ошибся. За следующие 100 лет страна ассирийцев, захватив обширные земли, превратилась из города-государства Ашур в империю Ассирия и усилилась настолько, что с ней вынуждены были считаться все ее соседи. Время исторического изгойства прошло. Более того, уже основатель этого великодержавия Ашурбалид I устанавливает родственные связи с Вавилонским царским домом и всеми правдами и неправдами добивается того, чтобы на трон Вавилона воссел его внук. Отныне Ассирия никогда не откажется от мечты о контроле над Вавилонией, величайшей страной месопотамской культуры. В XIII веке до нашей эры Ассирия начинает мощную военную экспансию, ломает хребет одному из давнишних своих врагов царству Митани и при Текутининурте I вторгается в Сирию. Это было началом бесчетного перечня кровавых побед и военных добыч, которые в конце концов и превратят ее в страну с военной экономикой. В Сирии было захвачено 30 тысяч пленных. Их обратили в рабов, которые отныне будут работать на величие сынов Ашура. Более того, Текутининурта первым захватывает Вавилон, низлагает вавилонского царя и увозит из города статую бога Мардука, покровителя Вавилона. На севере он разбивает коалицию 43 князей Наири и, захватив некоторые области Закавказья, вновь подступает к Малой Азии. Поразительнее всего, что все эти победы выпали на долю города-государства. Коренная Ассирия была очень невелика по территории и населению. Установление контроля над горными краями северо-запада дало Ассирии одно неожиданное сокровище, сыгравшее в истории бесчисленных войн решающую роль. Этим сокровищем было железо. Постепенно ассирийцы выучились обрабатывать его и незамедлительно применили в военном деле. Ясно, что воин в железной кирасе был практически неуязвим для бронзового оружия, а стрела с железным наконечником и железный меч способны были сокрушить самые мощные бронзовые доспехи. Наивысшего своего расцвета Ассирия достигла в начале XI века до нашей эры при Тиглат-Пилесаре I. Это было время мощных изменений в древнем мире. Старые древние царства не выдержали натиска новых древних, и как Митания и Хетское царство просто исчезли, уступив им место. Вавилон переживал затяжной политический и экологический кризис. Поливное земледелие за много веков привело таки к засолению почв, и плодородные прежде поля Вавилонии обратились в довольно скудные житницы. А Египет в очередной раз точили междоусобицы. В этой обстановке Ассирия, не дрогнувшей рукой, подхватила роль мирового лидера. При Тиглат-Пилесаре I воины Ашура совершают более 30 походов на запад, захватывают Северную Сирию, Финикию и некоторые провинции Малой Азии. Пучок торговых путей, связывающих Запад с Востоком, вновь оказывается в руках ассирийских купцов. В честь своего триумфа после завоевания Финикии Тиглат-Пилесар I устраивает демонстративный выход на финикийских военных кораблях в Средиземное море. Из Египта триумфатору незамедлительно были присланы богатые дары. Предчувствия не обманули великого фараона Эхнатона, принимавшего когда-то ассирийское посольство. Горстка не знающих страха пассионариев, воспользовавшись моментом, действительно перевернула мир. Наибольшей проблемой Ассирии на протяжении всей ее истории был Вавилон. При этом он не являлся проблемой только внешней, политической или военной. На определенном этапе наращивания ассирийской военной мощи
Вавилон больше не представлял для армии Ашуры серьезной угрозы. Его брали множество раз. Но тем в большей степени он превращался в проблему внутреннюю, в глубокий, неискоренимый невроз. Любовь-ненависть, которую нельзя утолить. С Вавилоном ассирийцев связывает такой узел чувств, что расплести его под силу разве что какому-нибудь историческому психотерапевту. Если бы цари ассирийской державы просто превратили бы Вавилонию в одну из своих провинций, дело, возможно, разрешилось бы проще. Но они не хотели овладевать им грубой силой. Каждый раз после очередного взятия Вавилону оставлялся статус самостоятельного вассального царства, а если не царства, то, по крайней мере, вольного города. Ассирийцы словно бы демонстрировали вавилонянам свое великодушие, прося: «О искушенные дети Мардука, полюбите нас, богатырских сыновей Ашура, живите в ладу с нами, и мы охраним ваш волшебный город от любых посягательств извне». В требовании этой невозможной любви заключалось, помимо прочего, настояние признать родство. Этнически ассирийцы и вавилоняне были очень близки. Они говорили на разных диалектах одного языка. А еще признать, если не равенство, то хотя бы соразмерность силы Ассирии пленительной красоте Вавилона. Но любви так и не получилось. И когда Вавилон в очередной раз восстал, призвав в союзники халдеев и эламитов, ассирийский царь Сенахериб в 689 году до нашей эры стер Вавилон с лица земли, пустив по его улицам воду из открытых шлюзов Ефрата. Так отчаявшийся влюбленный убивает свою возлюбленную. Но Ассирия не простила своему царю утраты Вавилона. В свою очередь Сенахериб был убит в своем же дворце во время молитвы, а его преемник Асархаддон восстановил Вавилон, вернул ему прежние привилегии, ввел в пользу вавилонских храмов новые налоги по всей огромной державе. И в это же время он, не зная жалости, прорубался через дружественный когда-то Египет, пока не довел границы ассирийской державы до первого порога Нила. Будучи ближайшими родственниками по крови, сыны Ашура разительно отличались от сынов Вавилона. Если вавилоняне, за исключением небольшой прослойки богобоязненных, были изнеженными гедонистами, то ассирийцы предпочитали жизненным усладам вавилонян суровые забавы совсем иного рода. Бесчисленные барельефы запечатлели сцены царских львиных и прочих охот, где мышцы каждого воина напряжены до предела, струится кровь, мчатся колесницы, догоняют жертву охотники. Война тоже была одним из их излюбленных сюжетов. Битва, разрушение города, унижение пленных, пирамиды из отрубленных голов побежденных, враги, обращенные в рабов. Предельное напряжение сил, подвиг, битва – вот жизненный идеал ассирийца. Это сказывалось и на отношениях полов в обществе. Если для вавилонянина семья как раз и была той норкой, в которой реализовывался его жизненный идеал, то для ассирийца все было иначе. Семья была лишь стартовой площадкой воина. И хотя в Ассирии было разрешено многоженство, гарем служил сыновьям Ашура не для них, а для укрепления сил и хозяйства воина. Отношение к женщине в Ассирии было довольно суровым, а сексуальные связи гораздо более брутальными и лишенными той нежности, которой была окрашена любовь в Вавилоне. Поэтому, хотя Ассирия и Вавилон питались соками одной культуры, они по-разному распорядились ими. Одни обратили этот сок в приятное вино, другие изготовили из него огненный и ослепляющий напиток. Прекрасной иллюстрацией к этой ситуации может служить эпос о Гильгамеше. Произведение это пользовалось необыкновенной популярностью как в Ассирии, так и в Вавилоне.
Ассирийцы видели свое подобие в молодом Гильгамеше, готовом совершать подвиги единственно во имя подвигов и без разбору пользоваться дочерьми и женами народа своего. Но Гильгамешу пришлось преодолеть свой эгоцентризм в чувстве горячей дружбы, пережить горе и смертный страх после гибели друга, возжелать бессмертия, добыть его, тут же утратить и, в конце концов, отказаться от попыток достичь недостижимого и жить, наслаждаясь жизнью, не покушаясь на то, что не дано человеку. Ассирийцы же веками рвались к недостижимому, не к бессмертию, а к мировому владычеству. Внезапному концу Ассирии предшествовали невиданный размах завоеваний и максимальный разбег ассирийской военной машины. Железо сделало ассирийскую военную рать совершенно непобедимой на полях сражений. При том, что ассирийцев, выходцев из коренной Ассирии, было мало, а обрести они хотели весь мир, воевали они с исключительной жестокостью. Поэтому некоторые провинции и царства предпочитали изъявить покорность и заплатить дань при одном приближении ассирийского войска, верно полагая, что лучше формально лишиться независимости, чем допускать его на свою территорию. Однако ассирийская держава так разрослась, что такое положение вещей не могло оставаться неизменным. Страной надо было управлять и держать ее в повиновении. Для этого нужны были большая армия и имперский административный аппарат. Реформатором в этой области выступил Тиглат-Паласар III. Он был узурпатором, военачальником, поэтому главные его реформы касались именно военного дела. Он создал в Ассирии царский полк, огромную регулярную армию, в которую брали покоренных, оторванных от своей среды и земли людей, не знавшие иной воли, кроме воли царя и непосредственного командира. При Тиглат-Паласаре III ассирийская армия была 120 тысяч человек, и равных себе она не знала. Но дело было не только в ее чудовищной численности. Ассирийцы вели военное дело ряд новаций, неведомых древнему миру и сохранившихся до нового времени. Помимо колесниц, ударной силой в бою, они сделали подвижную конницу, создав кавалерию как род войск. Они учредили военную разведку и позаботились о создании вспомогательных частей, необходимых в любом походе. Армейские оружейники чинили и заново делали оружие. Инженерные части помогали армии наводить мосты и вести осаду крепостей. Ассирийская осадная технология достигла такого совершенства, что города-крепости, которые в прежние века выдерживали осады продолжительностью 15-20 лет, ассирийцы брали за 20 дней. Насыпали осадные стены по высоте, равной стенам осаждаемых крепостей, оставляли город без воды, отводя в сторону реки, или наоборот, затапливали его, строя или разрушая плотины. Если не помогало и это, они попросту перемалывали крепостные стены своими таранами, которые представляли собой подвижные мини-крепости с башенками для лучников наверху и деревянной крышей, скрывавшей отряд воинов, раскачивающих обитые железом исполинские бревна, способные расшатать любую кладку. Ассирийцы вели войну ради войны. Вероятно, за всю мировую историю не было державы столь воинственно настроенной. Грабеж завоеванных территорий, дани, налоги с покоренных земель стали мотором всей ассирийской экономики. К тому же война давала неисчерпаемые источники рабочей силы. В то время рабы в Ассирии были столь дешевы, что воины порой расплачивались ими за обед и выпивку в тавернах. В VIII веке до нашей эры Ассирия окончательно расчистила себе путь на запад, подчинив Дамасское Израильское царство, совершила ряд успешных походов в Урарту и Мидию и в очередной раз одолела Вавилон, где Тиглат-Паласар III даже короновался вавилонской короной. Чтобы избежать восстания от падения провинции, он ввел в практику массовые депортации населения из одной части империи в другую.
Известно, что при нем из одной лишь Сирии было выселено 73 тысячи человек. В течение века Ассирия не знала поражений. Она сокрушила Израиль, стерев его с политической карты мира, нанесла смертельные раны Урарту, оторвала еще несколько провинций у Мидии и довольно удачно сдерживала самых опасных противников всех устоявших цивилизаций, с виду слабых, но на самом деле обладающих колоссальной разрушительной силой кочевых племен, в то время киммерийцев и арабов Аравийского полуострова. Казалось, могуществу ассирийской державы ничто не угрожает. Тем более удивительно, что буквально через 100 лет Ассирия не существовала уже не только как мировой империи, но и просто как самостоятельного государства. Ее города были стерты с лица земли и занесены песком. Конец Ассирии, как и любой империи, был внезапным, хотя приближение его глухо ощущалось современниками. Пророки Иудеи предрекали гибель Ниневии, городу крови. Цари все с большим трудом боролись с врагами, и впервые не за добычу, а за жизнь собственной страны. Никогда раньше Ассирия не обращалась к богам с молитвами и просьбами о знамениях с таким трепетом и страхом. Царь Ашурбанипал совершил и снарядил множество походов, но чем дальше, тем труднее давались ему победы, и тем менее прочными они были. Восстание следовало за восстанием. Война как будто перестала вдохновлять ассирийцев, как раньше. Портретное изображение великого царя, вопреки традиции, представляет его не на боевой колеснице, а в образе священного строителя с корзиной за плечами, восстановителем храма Мардука в Вавилоне. Своей столицей Ашурбанипал вслед за дедом и отцом избрал древнеассирийский город Ниневию, где основал невиданное для древнего мира предприятие – библиотеку, повелев копировать и сохранять в ней все сколько-нибудь важные клинописные тексты, от литературных до медицинских рецептов. Эту древнейшую библиотеку иногда называют Вавилонской, однако этот прообраз мировой книжности был создан не в Вавилоне, а именно в Ниневии. Сам Ашурбанипал был великим библиотекарем, знавшим в совершенстве давно позабытый язык шумеров. В нижней части некоторых глиняных табличек похвалялся он тем, что его, царя вселенной, боги наградили огромными ушами и ясным взором, то есть сделали так, чтобы он слышал и видел всю мудрость. Умение писать сделало его самым выдающимся из писцов. С гордостью он пишет: «Из предшествующих мне царей никто не овладел этим искусством». При нем в Ниневии был воздвигнут дворец, способный соперничать с прекраснейшими постройками Вавилона. В самом Вавилоне им были заново отстроены роскошные храмы. При этом Ашурбанипал много воевал. Вот цитаты из его самовосхвалений. «Оставшееся население я перебил. Разрубленным мясом их тел я накормил собак, свиней, волков, стервятников, птиц небесных и рыб в пресноводном море. Царь Аравии попал ко мне в плен. Вознеся свою руку, которую я привык поднимать для покорения своих врагов, и взяв в нее по приказу бога Ашура, богини Нинлилы, свой кривой нож, я располосовал ему лицо, приказал надеть на него узду, посадил его на собачий ремень и держал его в клетке у восточных ворот, находящихся в центре Ниневии, у ворот, имя которым «Ворота шествий народов». Армун в ходе битвы попал ко мне в руки живым. В Ниневии, в городе моих владений, содрал я с него кожу. Все знания и мудрость Ашурбанипала не мешали ему разделять безумство его предшественников. Ассирии, выросшей из небольшого города-государства, так и не удалось сделать завоеванные провинции соучастниками в строительстве империи. И именно это обстоятельство оказалось роковым. Карательные грабительские походы продолжались и дальше. В Сау и других городах Египта завоеватели убили и взрослых, и детей.
всех до последнего человека. Трупы повесили на столбах, кожу с них содрали и повесили на городских стенах. Но все же Египет вскоре отпал от Ассирии. В Эламе трупами казненных пленников, как кустами шиповника и лопухами, завалили все окрестности Сус. Кровью их окрасили воду реки Улаи. Даже кости древних царей Элама выкопали из могил и увезли в Ассирию. Вместе со всеми сокровищами дворцовых храмов, с толпами угоняемых в рабство жителей, стадами скота. В Аравии спасающихся от ассирийского оружия загнали в горы и поставили стражу у каждого водоема и родника, чтобы они или погибли от жажды, или, дойдя до того, что стали пить кровь и мочу своих верблюдов, сдались бы. Вновь восстал Вавилон, с которым и Ашурбанипал никогда не мог жить в мире дольше 15 лет, хотя в нем правил его собственный брат Шамашумукин. Вавилон вынудили встать на колени голодом, а потом, когда Шамашумукин сам поджег свой дворец и погиб в огне, а город сдался, продолжали без пощады убивать тех, кого еще не унесли голод, бедствия, мор. Плоды реформ, когда-то проведенных Тиглат-Пилесаром III, создавшим огромную непобедимую ассирийскую армию, сказались самым неожиданным образом. Не знавшая поражений на протяжении столетий, она стала утрачивать прежнюю мощь. В летописях VII века до нашей эры о военных походах чаще всего сообщается, что царь такой-то пришел и разорил взбунтовавшуюся провинцию или отдаленные земли. Но нигде не говорится, что посадил наместника. Это значит, что походы ассирийцев больше не приносили им мира. Непокорные были, разумеется, разорены и усмирены, но оставались, по сути, неподвластными и ждали лишь часа для очередного непокорства. Вселенная, созданная ненасытной энергией ассирийцев, начала восставать против Ашура. И когда в конце VII века до нашей эры на исторической арене появились скифы, налетевшие из глубин Азии, громадная ассирийская армия, раздираемая собственными политическими конфликтами, вовлеченная в борьбу за власть и в результате полностью утратившая былую боеспособность, не смогла противостоять им. Скифы десятки лет спокойно гуляли по коренной Ассирии, не говоря уж о присоединенных царствах. Выступление против Ассирии двух крупнейших из них, Мидии и Вавилона, довершило картину разгрома. Все крупные ассирийские города были попросту стерты с лица земли. Ассирийская знать истреблена. Население же Ассирии разбежалось по соседним землям, смешавшись с другими народами. Часть ассирийцев бежала на запад и даже пыталась основать там новое царство, но отвратить гибель уже ничто не могло. Вавилоняне добили ассирийцев в 609 году до нашей эры. В ветхозаветной книге пророка Наума подробно рассказывается об осаде и падении ассирийской столицы Ниневии. Из пророчеств Наума легко понять, чем аукнулась ассирийцам их былая жестокость по отношению к побежденным, когда настал час их гибели. Горе городу кровей, весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржанье коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца к трупам, спотыкаются от трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, которая блудодеяниями своими продает народы и племена. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои. Народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна рана твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе. Ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. История Ассирии
свершилось. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.